Инспекторы Шрека под руководством учителя Джоуи готовы выполнить свою миссию. Они обнаружили бандитов, зовущихся Вестники Смерти. Все бы ничего, но они оказались намного сильнее, чем ожидал старейшина Сюань. Основными членами 7 монстров Шрека были мастера 50-х и 60-х рангов, в то время как глава бандитов был чуть выше 50-го ранга. Однако у этого злого мастера был особый метод, из-за которого в конечном итоге все 7 монстров Шрека были серьезно ранены. Как показали в серии, первыми пошла 7 монстров Масяотао. Они быстро рванули вперед. У входа в пещеру уже было 5 или 6 павших бандитов. Хуэйхао и остальные двинулись внутрь. Там было еще несколько трупов и густой запах крови, который смутил некоторых новичков. Звуки боя начали усиливаться. Группа Джоуи лишь могла видеть, что бандиты в пещере погибли от рук Масяотао и ее товарищей. Наконец они пришли и увидели истинную картину происходящего сражения. Согласно анонсу, будет жаркая битва. Постоянное мерцание духовных колец слепило глаза каждого. Злой феникс Масяотао был самым заметным. И ни один из ее врагов не мог спастись от ее палящего пламени. Ее окружение было усеяно бандитскими трупами. Остальные монстры Шрека, Гун Янмо, Лин Лучень, Да Юэхэн и другие также помогали в бою. Бандиты были вынуждены отступать под натиском учеников внутреннего двора, хотя среди них и было немало мастеров, и целых 3 мастера 50 уровня. Толпы бандитов продолжали появляться из глубины пещеры, чтобы принять участие в сражении. Но Масяотао, Да Юэхэн, Чэнь Цзэфэн и Си все вместе могли сдерживать очень большую территорию. Когда учитель увидела, что ситуация находится под контролем, она махнула рукой своей группе. «Все в атаку! Не упускайте ни одного! Мы не можем оставить никаких будущих неприятностей для себя». Противники перед ними были не очень сильны. Самые сильные члены их группы были заблокированы учениками внутреннего двора, в то время как немногие оставшиеся имели 2 или 3 кольца, а другие и вовсе не являлись мастерами. Они были просто обычными людьми. Бэй-Бэй бросился вперед, остальные последовали за ним. Ван Дун высвободил свою ослепительную сияющую богиню-бабочку. Вместе они побеждали всех, но это были их первые убийства. Многих учеников просто вырвало в этот момент. Победа была бы легкой, но появился посланник бога смерти. Из глубин пещеры донесся голос. «Кто смеет противостоять посланнику бога смерти? Вы все умрете и станете трупами под моим контролем». Хуэйхао обнаружил, что трупы на земле начали быстро набухать и краснеть, а потом взрываться. Кровь разлеталась по всей пещере после каждого взрыва. 7 членов резервной команды находились в зоне духовного обнаружения Хуэйхао. Они смогли быстро отреагировать. Все они бежали к пустым участкам пещеры так быстро, как могли, чтобы избежать взрывов. Однако Масяотао и ученикам внутреннего двора повезло намного меньше. Они оказались в эпицентре всех этих взрывов. Сила, созданная взрывами трупов, была слишком велика. Труп мастера 50 ранга, которого убил Да Юэхэн, вызвал особенно пугающий взрыв. В итоге Масяотао и Да Юэхэн были немного ранены. Чэнь Цзэфэн лишился ноги. Гун Янмо получил сильные повреждения груди, живота и ноги. Они были сильно изуродованы. Дым все еще исходил из его ран, и он потерял сознание. Но больше всего пострадал Яо Хао Сюань. Он героически спасал Масяотао и товарищей. Ему оторвало половину тела, и в конце концов он не выжил. Все 7 учеников внутреннего двора получили тяжелые ранения, а один из них умер. После взрыва Хуэйхао сразу заплакал, когда увидел беспорядок и тело Яо Хао Сюаня. Хуэйхао поклялся отомстить. Кто бы мог подумать, что какой-то мастер чуть выше 50 ранга может обладать таким жутким навыком. В этот момент в оригинале появляется старейшина Сюань, титулованный 98 ранга. В гневе он притянул и схватил за горло этого посланника бога смерти. Но произошло нечто странное. Все 5 его духовных колец засияли одновременно, и он превратился в пучок дыма. Потом он набросился на Хуэйхао. Однако, согласно триллеру, старейшины Сюань не было, а Хуэйхао оказался в ловушке злого мастера. Тот схватил Хуэйхао и сбежал. Хуэйхао чувствовал, как проваливается сквозь землю. Это первый раз, когда Хуэйхао имеет дело со злым мастером души. Первоначально он мог бы убить этого злого мастера с помощью ледяной императрицы, но тело Хуэйхао не могло противостоять этой силе. К счастью, помимо ледяной императрицы и шелкопряда, в теле Хуэйхао есть загадочное существо. Это некромант Электролюкс, бог святого закона мертвых. Уровень Электролюкса эквивалентен уровню полубога, поэтому этот злой мастер был никем для него. После появления Электролюкса из-за его необычной ауры смерти, злой мастер также посчитал его злым повелителем.
Даже в последующем сюжете Хуи Хао считали злым мастером духа. Но на самом деле Электролюкс владеет энергией нежити, которая по своей природе отличает от злого мастера души. Более того, его некромантия связана со светом. Будет интересно посмотреть, как появится Электролюкс и поможет Хуи Хао. Большое спасибо за просмотр. Напишите, как по-вашему, что же сделает Электролюкс с этим злым мастером. Подписывайтесь на канал и всем пока.